Друзья, добрый день! Сегодня решила выйти в прямой эфир и рассказать о карме, о том, как Раху влияет на нас, как он показывает нашу карму. И из недавнего я проводила эфир, где я рассказывала как раз-таки о смене знаков Раху и Кету, их влиянии. И я хочу немножечко подробнее рассказать о том, как они могут на нас влиять, потому что для того, чтобы понять их влияние, нам нужно понимать прежде всего, что такое карма, как она проявляется, как она устроена. И с этой базы мы будем иметь более общее, скажем, такое мировоззрение, понимание, в принципе, всего происходящего. И нам однозначно будет легче проходить это время и данный транзит. А для меня лично понятие о карме стало ключевым при изучении ведической астрологии больше 3 лет назад и, в принципе, для понимания того, как устроена жизнь. Раньше мне казалось, что в этом мире все хаотично, что мир несправедлив, что он нечестен, что происходят те вещи, как позволяют этому всему происходить. И, в принципе, мы это можем наблюдать и сейчас. Очень много несправедливости. И во мне тогда было очень много недовольства, непонимания, что это за место, где мы живем, и почему здесь все устроено именно таким образом. Большое непонимание, почему это все так. И я искала ответы в психологии, много лет изучала ее, также читала различные эзотерические, мистические книги. Потом это меня привело к изучению human дизайна. И уже спустя какое-то время судьба привела меня к изучению астрологии, именно ведической астрологии и ведических знаний. Именно в Джотиш, ведической астрологии, в их основе лежит концепт о причинно-следственной связи, то есть карме. И, в принципе, все веды этим пронизаны. И казалось, что, все логично и просто, да, есть причина и следствие, то есть за каждое действие мы получаем определенные плоды, позитивные, негативные, да, если мы их так можем окрасить. И когда я впервые познакомилась с понятием о карме, это давало, наверное, некую надежду на то, что все-таки кто-то или что-то там сверху за нами смотрит, наблюдает и ведет некий учет всех наших действий, да, чтобы в свое время каждому дать по заслугам. И во время изучения ведической астрологии я смотрела очень известный сериал, мифологический сериал, называется он «Шани Дев». Кстати, поставьте реакции, если кто-то из вас смотрел или слышал об этом сериале. Я его честно советую прям каждому посмотреть, вне зависимости, изучаете вы астрологию или нет. Этот сериал, как никакой другой, научит вас очень многому. И в основу его положена история рождения, взросления Бога, который управляет планетой кармы Сатурн. Это Шани. И события происходят в те времена, когда на Земле еще не было людей, были только боги, и они постоянно сражались с демонами, с асурами за то, чтобы держать этот мир в балансе, да, также за возможность быть лидером и править этим миром. И весь этот сериал, он пронизан великими мудростями, он учит нас основным принципам, законам Вселенной. И вот именно смотря его, через какое-то время я начала понимать, что же все-таки такое карма и, в принципе, как это работает. Пройдет еще какое-то время, я познакомлюсь с методом регрессивной терапии, начну заниматься регрессиями. Это, если кратко, такие глубокие медитации, где мы путешествуем в наше подсознание. Мы можем пересматривать наши прошлые жизни, также и будущие жизни, смотреть тот вектор развития, по которому мы идем в текущей жизни, и понимать вот эту цепочку взаимосвязей. В принципе, то, как устроена карма. И уже в самих сеансах я начну видеть и вижу до сих пор, как работает карма, почему у одного человека такая сложная жизнь, почему у него столько препятствий, или почему он рождается в той или иной семье, откуда есть та или иная у него зависимость. И зависимости разного порядка, это может быть как и еда, так и алкоголь, наркотики, секс,
либо что? Почему у некоторых такие сложности с самореализацией, с проявлением себя, или, например, с построением отношений, да, или отношения с родителями. Из этих сеансов я понимаю, учусь, наблюдаю, как же все-таки мудро все устроено, и что за каждым есть причина. За тем или иным событием всегда есть причина. И вот осознавание, когда мы видим всю эту картину целиком, у нас отпадает этот вопрос, за что мне это. И мы начинаем смотреть шире. Это приносит как и некое успокоение, мы понимаем то, что в каком-то плане мы сами ответственны за то, что мы имеем в своей жизни, так мы и можем более мудро, осознанно, спокойно проходить те или иные испытания, потери, трансформации, которые на нашей судьбе возникают. На самом деле это, наверное, основной концепт, который я бы советовала изучить каждому. Я очень многим говорю изучать законы Вселенной, кармы, как здесь все устроено. Это как некая дорожная карта, да, для того, чтобы вы могли, чтобы у вас была навигация по этой жизни. Не зная этого, не видя, как это работает, вы не сможете быть владельцем своей судьбы, вы не сможете сами делать и создавать свою жизнь, свою судьбу такой, как вы ее хотите, потому что не будет этого понимания законов. И закон кармы еще важно понимать, что он не только проявляется на физическом уровне, очень легко как раз-таки увидеть материальное, физическое. Например, человек кого-то предал, обманул, изменил, и потом, спустя какое-то время, в его жизни происходят очень похожие события, где уже его кто-то предал, обманул или изменил. И здесь это проигралось как бы в материи, да, на физическом плане, через события. Но ведь карма, она бывает не только через наши физические действия, а она зарождается и также имеет влияние на нашем ментальном и духовных уровнях. И это уже сложнее проследить, да, но суть здесь в том, что наверняка вы слышали фразу «куда внимание, туда и энергия». И это обозначает как раз то, что ежесекундно мы сами создаем себе карму нашими мыслями и желаниями. Особенно желаниями. За желание у нас отвечает в карте, в гороскопе Раху. О нем я немножечко позже тоже поговорю. И получается, что так как закон кармы действует через серию перерождений, каждый раз, да, вот все эти наши мысли, желания, намерения, действия, они заставляют нас перерождаться вновь и вновь, проходить опыт, страдать от последствий своих действий, пока мы не научимся регулировать и контролировать свои мысли. То есть все начинается здесь, в голове, и все там и заканчивается для того, чтобы прекратить, скажем, вот эту цепочку, чтобы она перестала дальше развиваться. И в этом, для того, чтобы мы обрели контроль, нам и помогает и саморазвитие, получение истинных знаний и мудрости. Именно для этого этим и нужно заниматься, как минимум. Гороскоп, наша натальная карта, раскрывает перед нами уже последствия наших действий. То есть мы в этой жизни, да, рождаясь, можно сказать, мы подписываем некий контракт, где мы отказываемся от памяти наших предыдущих действий. Если бы мы их помнили, мы бы очень четко понимали вот эту вот последовательность, что зачем стоит. Но правила этой игры, этой реальности таковы, что мы отказываемся и начинаем каждый раз с чистого листа. Тем самым задача наработать этот навык, эту осознанность, чтобы эти ситуации как и преодолевать, так и не сотворять новые сценарии, которые будут заставлять нас вновь и вновь рождаться и снова страдать и проходить уроки, потому что в этой реальности невозможно проходить уроки только через наслаждение, радость и любовь. Здесь существует двойственность, любовь и боль. То есть мы должны в своем опыте проживать все эти грани. Это данность, это невозможно изменить. И новое рождение человека, когда мы воплощаемся, оно состоится в физическом теле. Да? У каждого из нас есть вот оболочка, некий скафандр.
И это тело каждого человека соответствует его поступкам, которые были совершены раньше в предыдущих жизнях. И весь этот процесс смерти, перерождения, он продолжается до тех пор, пока не будет достигнута мокша. Мокша — это уже окончательное освобождение. В карте это олицетворяется 12-м домом гороскопа, и также на это указывает Кету. И карма, как я уже и говорила, это результат всех наших действий, а наши действия порождаются именно нашими мыслями. Следовательно, мы сами себе создаем карму, потому что она является продуктом нашего мышления. И здесь важно понимать вот эту цепочку, то, что первично существует мысль, наши мысли, которые у нас ежедневно в нашей голове. Из этих мыслей мы начинаем уже действовать. Когда эти действия повторяются изо дня в день, они образовываются как в привычку, да, это становится чем-то обыденным, чем-то понятным, и мы это делаем по наитию, очень часто даже не понимая, почему мы это делаем как бы на автомате. И вот уже эти привычки наших мыслей, действий, они формируют нашу судьбу. Для того, чтобы изменить судьбу, для этого нужно вернуться на самый первый шаг и изменить наши мысли. И здесь ключевая суть, да, которую вот я хочу донести, это то, что важно знать и помнить о карме, это контроль и чистота наших мыслей. И именно с этого и начинается, и здесь же и заканчивается вся эта цепочка. И научившись поддерживать наш ум в чистоте, мы это можем делать как через медитации, пранаяму, йогу, различные духовные практики, любые направления, мы сможем избавить себя от множества страданий, уроков или пройти их намного мягче, даже быстрее. И не позволить им уже, скажем, воплотиться на материальном физическом плане. Это именно через болезни, потери, через боль, страдания, различные критические ситуации. И говоря о карме, существуют, ведические знания, существуют 4, скажем, вида кармы, да? Каждый из них отвечает за определенную, скажем, часть кармы, наших действий. Первый — это санчита. Это буквально карма, которая собранная вся вместе. Это та карма, которую мы знаем и не знаем. То есть мы не знаем, сколько раз мы воплощались, каждый из нас, это разное количество раз. Так вот, все те действия, которые мы совершали в своих прошлых воплощениях, их последствия, они суммируются. То есть это некий такой кармический счет. Да? Это сумма всех наших прошлых поступков. Не имеет значения, знаете вы о них или нет. Существуют методы, как регрессивная терапия, где мы как раз-таки и открываем этот занавес, и через различные ситуации, вопросы мы как раз-таки знакомимся с этими прошлыми воплощениями и понимаем, что предшествовало вот этой текущей ситуации, где она изначально родилась, да, что тогда случилось и почему вот эта цепочка так развернулась и растянулась там на определенный отрезок времени и воплощений. И вот этот теневой момент санчита кармы, то неизведанное, да, неизвестная нам карма, она как раз и толкает людей искать вопросы о смысле жизни, искать свое предназначение, потому что когда с нами происходят определенные трудности, мы проходим страдания, мы как раз в это время и спрашиваем себя, за что мне это, или почему это происходит именно со мной. Вот так работает санчита карма. Прарабдха карма — это та карма, которая она реализовывается в текущем воплощении. Это та карма, которую мы видим как раз-таки в нашем гороскопе. И это вот в широком смысле слова мы это называем судьбой. Это та карма, которая созрела, и в текущем воплощении в различные временные промежутки она будет воплощаться, когда будут созревать плоды ее отдельных таких кусочков. Да? Далее, третий вид кармы — это криямана. Это то, что мы делаем в каждый момент данного времени, этого воплощения. То есть здесь у нас полный контроль, потому что здесь мы обладаем способностью выбора и осознанностью. И это то, что мы создаем сегодня
и то, что влияет на наше будущее. Поэтому для того, чтобы иметь и счастливое будущее как и в этой жизни, так и в будущих, если они будут, возможно, это будет и последним воплощением, у каждого своя судьба и своя задача здесь. Вот эта важность и эта самая свобода воли, которая есть у каждого из нас, вот это самое влияние, которое мы имеем, и поэтому и важно заниматься саморазвитием, различными практиками, чтобы контролировать свой ум, контролировать свои мысли и желания. И последний, 4-й вид кармы — это агама. Это те действия, которые мы планируем совершить в будущем. То есть это наше намерение. И она отражает способность предвидеть, да, свои возможные действия в будущем, независимо от того, будете ли вы их осуществлять или нет. То есть, мечтая о будущем, стремясь в то самое будущее, не находясь в этом моменте, вы уже его и создаете. Будет ли оно или не будет, это уже не имеет значения на тонком плане, на уровне мыслей, а мысли — это внимание и энергия. Мы уже создаем наше будущее, тем самым мы его программируем. И, как я уже говорила, да, наш гороскоп показывает как раз-таки прарабдха карму. То есть мы видим судьбу, потенциал, с которым человек и пришел в эту жизнь. И существуют различные средства гармонизации, влияния этой кармы, в том числе через различные средства, которые методы описаны в древних астрологических книгах. И один из методов, по которым мы можем гармонизировать нашу карму и понимать наши кармические задачи, это как раз-таки положение Раху в нашем гороскопе, потому что Раху в каждой карте показывает кармические задачи этой души на данное воплощение. И тот дом, это та сфера, где находится Раху, он показывает нашу сферу для кармических отработок. И там, где стоит Раху, это как раз карма на это воплощение. То есть это становится как бы ключевой сферой для реализации человека. Это именно та зона, куда человеку нужно идти в этом воплощении. Знак, в котором находится Раху, он показывает, через какие сферы, а также качества этого знака человек будет в этой жизни раскрываться, через что ему стоит пройти, чему научиться, какие качества вобрать в себя. Диспозитор Раху — это планета, хозяин знака, в котором расположен Раху. Сейчас, например, транзит Раху в Овне, Кету в Весах. Это означает, что Овном управляет Марс, то есть диспозитором Раху является Марс. Так вот, Марс здесь будет контрольной планетой расширения. И там, где Марс находится, это сейчас применимо для всех на срок этого транзита, на следующие 1,5 года, там, где находится Марс, в каком доме, это та зона, где натив, то есть владелец карты, должен распространять свою энергию и больше всего взаимодействовать с миром именно через эту сферу, больше всего посвящать своего времени и энергии этой сфере. И получается, что вот эти два знака, два дома, которые занимает Раху, его диспозитор, они определяют ту дорогу, которую душа выбрала на это воплощение. И у нас в нашей натальной карте наши задачи кармические, они являются неподвижными, они зафиксированы. Это вот и есть вот эта дорога, которая каждая душа выбирает для себя. Но еще существуют транзиты планет, да, потому что все здесь живое, все движется, и они в нашей карте, которая подвижна, она у нас одна на момент нашего рождения, они подсвечивают и включают разные зоны, прорабатывая которые мы как раз-таки и можем реализовать свою кармическую задачу. То есть мы как бы подключаем, да, новые навыки, новые знания, новые сферы для того, чтобы реализовать свою главную задачу. Но ни в коем случае мы не сходим со своего предназначения, со своей дхармы ради какого-то транзита и не идем как бы по не нашей дороге, да.
То есть здесь вот это вот важно понимать, то, что натальная карта каждого человека, его кармические задачи, это первично. Транзиты просто включают дополнительные энергии, и они могут давать или как бы пробуксовывать, немножко ставить на паузу вашу реализацию, или наоборот давать некий буст. Здесь уже поэтому мы и делаем анализ гороскопа, рассматриваем каждую карту лично, персонально, для того, чтобы понимать, какие эффекты тот или иной транзит будет давать для человека. Поэтому положение Раху и его диспозитора, планеты-управителя, в знаке которого Раху находится, это одна из расшифровок кармы человека на это воплощение. И это очень важные дома, там, где находится Раху и его диспозитор, они выходят, получается, на первый план в нашем гороскопе. И Раху, так как я это уже говорила, это теневая планета, он нам как и дает расширение, да, говорит, что нам нужно идти в эту сферу, где он находится. Также в ней изначально в этой энергии заложено много страхов, ограничений, потому что, получается, нету опыта. Кету всегда находится напротив Раху, и Кету как раз-таки и показывает наш накопленный опыт из прошлых воплощений, а Раху, находясь напротив, как раз-таки говорит о том, что в этой зоне нам нужно получить опыт, у нас его еще пока что нет. И когда мы начинаем делать первые шаги в этой сфере, в том доме, где у нас находится Раху, мы сталкиваемся с трудностями, нам сложно себя оценить, нам туда страшно идти, нам сложно начинать, у нас много неуверенности. То есть вот этот синдром самозванца здесь проигрывается вот по полной программе. Но как только мы добровольно начинаем идти, не бояться, все-таки выходить из этой зоны комфорта, тогда Вселенная начинает нам помогать. И мы начинаем получать и определенную удачу, и поддержку в этой сфере или в делах, да, этих домов. И через это человек достигает процветания, он встает на свой путь раскрытия, реализации, и здесь это можно сравнить с тем, как ветер как раз-таки дует в спину, то есть вся Вселенная помогает человеку реализовывать этой душе, проходить тот опыт, который она выбрала. И наоборот, очень легко проверить, что когда вы видите, что все идет не так, что вы идете против течения, все, в общем, все валится, и вы понимаете, что все двери как будто бы закрываются перед вами, это может быть одним из признаков того, что вы идете как бы напролом, да, что ли, не по своей дороге, пытаетесь протоптать ту тропу, по которой вам не нужно идти. Это не значит, что реализация своего потенциала или кармы это будет всегда очень легко и всегда ветер в спину. Нет, там будут сложности. Но здесь важно, вот все начинается опять же с уровня ума, когда наш ум под контролем, когда мы его контролируем, не он нас, мы можем услышать свой внутренний голос. Он как раз-таки, это голос нашей души, и ведет нас по этой жизни. И здесь вы должны соединяться с собой и чувствовать, насколько вы этого хотите, насколько в правильном направлении вы идете. И важно со стороны, вы можете вдохновляться чем-то путем, да, вы можете получать знания, но у каждого свой уникальный путь, нет одинаковых гороскопов, нет одинаковых судеб, поэтому то, как именно вы будете проходить этот опыт, зависит полностью от вас, то есть вы и есть творец вашей судьбы в данном случае, и когда вы выходите, скажем, вот на эту тропу, вы начинаете понимать и волшебство, и все те предыдущие действия, которые были до, и почему вы оказались в этой точке именно сейчас. И тогда жизнь начинает развиваться по-другому совершенно. Для тех людей, которые, например, не занимаются саморазвитием, в принципе, их карта может быть достаточно предсказуемой, поэтому существуют, да, определенные прогнозы, предсказания, и, в принципе, все проигрывается, это легко предсказать, потому что существует некий потенциал, диапазон, и человек действует в нем. Что я заметила из практики, когда человек занимается практиками, повышает свою осознанность, уровень сознания, у него карта не меняется, но он как будто бы этот диапазон, во-первых, проигрывает больше, да, мощнее,
иногда действительно какие-то события он как будто бы перепрыгивает, то есть выходит за рамки влияния планет, влияния энергии. И существует, например, такое мнение, то, что те люди, которые, например, астрологи, да, которые занимаются саморазвитием, то, что они не должны на своем гороскопе фокусироваться, они не должны его постоянно проверять и предсказывать те или иные события. То есть человек должен уже быть на таком уровне, помогая другим, да, анализируя их карты, их судьбы, где он полностью соединен со своим высшим «я», и уже высшее «я» его ведет, а не гороскоп. И тогда, конечно, судьба может складываться совсем иначе, и предсказать судьбу такого человека тоже становится сложнее. Хотя в карте мы будем все равно видеть те или иные указания на то, что будет происходить в его судьбе. Вот, сегодня все. Это то, о чем я хотела рассказать, о влиянии Раху, кармы, какие виды кармы существуют. Если вам интересна эта тема, если вы хотите узнать еще что-то интересное или у вас есть вопросы, спрашивайте, с радостью отвечу, и мы обязательно еще будем проводить подобные эфиры. Поэтому благодарю вас за ваше время и до скорых встреч!